Ты слушаешь Радио Мария. «21 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. По данным армии обороны Израиля, беспилотник, который ливанская Хезболла запустила по северу Израиля 20 февраля, врезался во двор дома недалеко от города Акко. В ЦАЛе добавили, что инцидент расследуется и что на месте происшествия работали военные и полицейские. Пострадавших не было. Главные новости Израиля. 20 февраля саудовские СМИ сообщили, что якобы по оценкам израильских силовиков, лидер Хамаса в секторе Газа Яхья Синвар перешел через туннель на Синайский полуостров. Сделал он это вместе со своим братом Мухаммедом Синваром и, возможно, с израильскими заложниками. Напомню, что по оценкам Хамасу принадлежит 8 больших туннелей, в которых могут разместиться даже легковые автомобили. Эти туннели проходят из Рафеха в Египет. Эксперты считают, что Синвар попытается спрятаться в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе и, возможно, даже поменяет внешность. Эти туристические места могут обеспечить Синвара безопасностью, учитывая тот факт, что активных действий по поимке Синвара на этих курортах никто предпринимать не будет. В то же время израильские официальные лица опровергают сообщения саудовских СМИ, что лидер Хамаса в секторе Газа Яхья Синвар бежал в Египет через туннели из сектора Газа. Цитирую: «Нам неизвестна информация, которая была опубликована», говорят неназванные чиновники. Напомню, что опровержение появилось вчера вечером на 12-м телеканале израильского телевидения, после того, как источник в службах безопасности сообщил, что по оценкам израильского оборонного ведомства, руководство террористической группировки, включая Синвара и его брата Мухаммеда, недавно сбежало на Синайский полуостров в Египте, и сделали они это через туннели из Рафеха. С ними могли быть заложники. Далее к другим событиям. США заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН, поддерживающую прекращение огня в секторе Газа. Как сообщает Bloomberg, США планируют принять отдельную резолюцию по атаке на Рафех и освобождению заложников. Главные новости Израиля. Военные армии обороны Израиля, действовавшие в Хан-Юнисе, совершили рейд на здание, где было обнаружено много оружия. Здание прилегает к школе ООН, которая использовалась в качестве гуманитарного убежища для жителей Газы. Метод действий террористов заключался в быстром переходе через отверстие в стене школы в соседнее здание. В ходе операции было арестовано около 60 террористов. Они скрывались в школе вместе с мирными жителями. Террористы были доставлены на допрос силами безопасности Израиля. Начальник штаба ЦАЛа Герци Алеви заявил, что армия обороны Израиля действует, но не осуществляет геноцид в секторе Газа. «Мы боремся уже 4 месяца, и нам еще предстоит пройти долгий путь. Боевые действия – это долгая и справедливая война. Каждый шаг очень важен, каждое локальное достижение является частью достижения целой войны. Мы действуем как люди и, в отличие от нашего врага, сохраняем человечность. Мы пришли, чтобы победить, и победить жестокого врага», заявил начальник штаба ЦАЛа Герци Алеви. Посещая новый гигантский аэростат израильских ВВС для обнаружения ракет на севере Израиля, министр обороны Йоав Галлант говорит, что уравнения главы Хезболлы Хасана Насраллы терпят крах, поскольку ВВС действует на всех территориях Ливана. Цитирую: «Уравнения, которые, по мнению Хезболлы, она создала, рушатся, когда ВВС и ЦАЛь решают атаковать. Каждый день ЦАЛь побеждает, а Хезболла проигрывает. Я надеюсь, что более трудных дней не будет, но если они будут, мы готовы», добавил министр обороны Израиля Йоав Галлант.
Главные новости Израиля. В то же время, если на северных границах страны между Израилем и Хизбаллой разразится полномасштабная война, система здравоохранения Израиля может рухнуть, а длительные отключения электроэнергии могут стать нормой. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля «Кан». По информации Кана, Министерство здравоохранения стремится создать энергетические и кислородные центры по всей стране, каждый из которых мог бы обеспечить достаточно электроэнергии для перезаряжаемых аппаратов искусственной вентиляции легких, а также другого медицинского оборудования. Цель этого – не допустить коллапса системы здравоохранения, которая и так испытывает большую нагрузку. Солдаты ЦААЛя, служащие в секторе Газа, начали голосовать на муниципальных выборах в Израиле. По данным армии обороны Израиля, в различных частях сектора Газа открылись 12 избирательных участков, чтобы солдаты могли реализовать свое право голоса, несмотря на то, что они находятся на вражеской территории. Избирательные участки будут открыты до 27 февраля, но уже 27 февраля в Израиле начнутся муниципальные выборы, когда остальная часть страны проголосует. Главные новости Израиля. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вчера, 20 февраля, попал в скандал после своего интервью на радио Кан. Цитирую: «Заложники, удерживаемые Хамасом в Газе, это не самое главное, о чем сейчас стоит беспокоиться Израилю». На вопрос, считает ли он возвращение заложников самой важной целью войны Израиля против Хамас, Смотрич ответил отрицательно, заявив, что самое главное – уничтожить Хамас. Зачем делать из этого соревнование? Что сейчас важно? Нам нужно уничтожить Хамас, говорит Смотрич. Это чрезвычайно важно, но нужно понимать, что высказывание любой ценой проблематично. Нам нужно освободить заложников, но нам нужно и оказать давление на Хамас, сказал в интервью Бецалель Смотрич. После его комментария на радио Кан Бецалеля Смотрича раскритиковали семьи заложников. Британский принц Уильям решил прокомментировать ситуацию в нашей стране. Принц Уильям призвал освободить заложников, которые удерживаются в секторе Газа, а также предоставить дополнительную помощь для сектора Газа. Цитирую: «Я по-прежнему обеспокоен ужасной ценой конфликта на Ближнем Востоке. Я, как и многие другие, хочу как можно скорее положить конец боевым действиям. Существует острая необходимость в увеличении гуманитарной помощи Газе. Крайне важно, чтобы была доставлена помощь и освобождены заложники. Иногда важность постоянного мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий. Даже в самое мрачное время мы не должны поддаваться отчаянию». В своем комментарии британский принц Уильям не упомянул террористов Хамас. Тюрьма Шикма в Ашкелоне была одной из целей нападений Хамаса 7 октября. Но планы группировки штурмовать тюрьму и освободить содержавшихся там палестинских заключенных провалились, поскольку Хамас заблудились по дороге. Об этом сообщает международная арабская газета со штаб-квартирой в Лондоне. В сообщении добавляется, что в группу, которая направлялась в Ашкелон, входило 23 террориста. Напомню, что тюрьма Шикма расположена примерно в 13 километрах к северу от ближайшего пограничного пункта на севере сектора Газа, к юго-востоку от Ашкелона. Главные новости Израиля. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» заявила, что будет дарить бесплатные билеты на самолеты в различные точки Европы солдатам ЦААЛя. Все это в знак признательности за службу военных в условиях продолжающейся войны против Хамаса в секторе Газа. Цитирую: «Мы считаем своим долгом вернуть долг тем, кто внес вклад в нашу страну и нашу оборону в этот период», говорится в заявлении авиакомпании. Солдаты как регулярной, так и резервной службы будут иметь право на бесплатный билет на самолет, если они прослужили 30 или более дней с 7 октября, добавляет Эль-Аль.
Билеты будут включать заранее выбранное место и багаж, и их можно будет использовать на рейсах, вылетающих из Израиля в любое время, начиная уже с 5 мая этого года по 17 февраля 2025 года, прокомментировали в авиакомпании «Эль Аль». Полиция Лондона начала расследование после того, как наклейка с изображением палестинского флага была прикреплена на статую покойной британской певицы Эми Уайнхаус, чтобы скрыть звезду Давида на ее ожерелье. Эми Уайнхаус, еврейка, была 6-кратной обладательницей премии Грэмми. Она скончалась от алкогольного отравления в 2011 году. Ей было 27 лет. Продолжаем главные новости Израиля на Радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. На нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу встретился с элитным подразделением артиллерийского корпуса Цааля во время посещения военной базы Зиким. Нетаньягу посмотрел демонстрацию возможностей подразделения и инструменты наблюдения за сектором Газа. Выступая перед солдатами, премьер-министр пообещал, что Израиль будет продолжать войну против Хамаса в секторе Газа. Она будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, включая уничтожение группировки Хамас и освобождение заложников. На Израиль оказывается сильное давление внутри страны и за рубежом, чтобы мы закончили войну до того, как мы достигнем всех ее целей, включая согласие на сделку по освобождению заложников любой ценой, говорит Нетаньягу. Мы действительно хотим добиться освобождения заложников, но мы также готовы пройти долгий путь. Мы не готовы платить какую-либо цену и уж точно не готовы платить ту бредовую цену, которую требуют от нас террористы Хамас, что означало бы поражение для государства Израиль. Израиль обязан продолжать войну до тех пор, пока мы не достигнем всех целей, то есть ликвидации Хамаса, освобождения всех заложников и обещания, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Никакое давление на нас не может этого изменить, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.